Когда-то Smart был настоящим символом тесных городских улиц. Маленький, почти игрушечный автомобиль, который занимал едва ли не половину обычного парковочного места. Казалось, бренд навсегда останется именно таким – компактным, простым и созданным исключительно для города. Именно в таком образе Smart и запомнили миллионы людей. Но время идет, автомобильный рынок меняется, а вместе с ним меняется и сам Smart. От той самой крошечной двухместки в актуальной линейке почти ничего не осталось. Вместо ультракомпактных машин бренд неожиданно начал двигаться в сторону больших, технологичных и даже премиальных автомобилей. И, честно говоря, наблюдать за этой трансформацией сейчас особенно интересно. После объединения усилий Mercedes-Benz и Geely компания словно получила второе дыхание. Smart больше не пытается быть просто маленькой городской машинкой. Теперь бренд примеряет на себя совершенно новый образ, более взрослый, амбициозный и даже немного дерзкий. Сначала появились более крупные кроссоверы, а теперь Smart и вовсе заходит на территорию, где раньше его представить было невозможно. И новый Smart номер 6 – лучший пример этой трансформации. Это уже не та самая компактная капсула на двоих, а большой плагин-гибридный лифтбэк с совершенно другим характером. Длинный силуэт, новый формат кузова, заявка на комфорт и статус звучит почти как описание автомобиля совсем другого бренда. И именно в этом сейчас весь Smart. Меньше эксперимента для города, больше полноценного автомобиля на каждый день. Smart номер 6, или как его еще называют, #6 в этом смысле, настоящий сигнал о том, насколько смело бренд решил переписать собственные правила. В нем чувствуется желание удивлять, цеплять внимание и показывать, насколько далеко может зайти компания, которую еще несколько лет назад воспринимали совершенно иначе. Внешность этого гибридного лифтбэка будто встреча немецкой школы дизайна и китайского взгляда на современный автомобиль. Китайцы сейчас развивают сам бренд, но дизайн немцы оставили под своим контролем. Поэтому автомобиль выглядит дорого, современно и даже немного дерзко. В компании говорят, что вдохновлялись образом акулы. Низкий обтекаемый кузов, плавная линия крыши и эффектное выдвижное антикрыло сзади создают ощущение, будто автомобиль не едет по дороге, а буквально скользит по ней. В некоторых ракурсах автомобиль напоминает американские маслкары модели, что-то от Dodge Charger и даже Chevrolet Camaro. Особенно в ярком желтом цвете. Желтые тормозные суппорты, покатая крыша, агрессивные спортивные элементы. Но при этом перед нами все равно не копия, а самостоятельный образ. По сравнению с прежними Smart, это уже совершенно другой уровень восприятия. При этом передняя часть сделана довольно чисто и современно. Узкая светодиодная полоса, черные элементы бампера и минимум лишних деталей. А на крыше заметен лидар, тонкий намек на то, что здесь есть продвинутые электронные ассистенты. Сзади дизайн продолжает переднюю идею. Все связывает единая темная световая полоса, которая тянется во всю ширину и делает образ цельным и современным. Внизу встроен диффузор, а завершает образ выдвижной спойлер на корме. Номер 6 – это уже совсем другой уровень для Smart. Привычным компактным городским малышом его тут не назвать. Габариты у него такие. Длина – 4906 мм, ширина – 1922, высота – 1508. Колесная база – 2926 мм, и это максимум в линейке Smart. В базе стоят 19-дюймовые колеса, а 20-дюймовые доступны опционально. Снаряженная масса – около 2 тонн. Шасси здесь довели до ума специалисты Mercedes. Спереди стоит проверенный Макферсон, сзади более сложная многорычажка. А за плавность хода отвечают электромагнитные амортизаторы CDC, и они уже идут в базе. В основе новинки лежит платформа PMA2+, это развитие архитектуры SEO, созданная в кооперации двух автопроизводителей. Она позволила сделать автомобиль крупнее и одновременно вывести его на более современный технический уровень. Седан использует систему Electric Hybrid Drive, знакомую по гибридной версии Smart номер 5. Отсюда и приставка, и HD. Это подключаемый гибрид, где работает связка из 1,5-литрового турбомотора на 4 цилиндра,
электродвигателя на передней оси и трехступенчатой гибридной трансмиссии DHT. Бензиновый двигатель здесь выдает 163 силы, электрический – 272, а суммарная мощность системы достигает 435 лошадиных сил. В повседневной работе ДВС чаще выступает как генератор, подзаряжая батарею, но на высоких скоростях способен подключаться напрямую к передним колесам. Тяговые батареи выполнены по литий-железофосфатной технологии от Kettle. Предлагаются два варианта емкости – 20 или 41,5 кВт-часа. Запас хода на электротяге составляет примерно 110 или 234 км по европейскому циклу. При разряженной батарее расход топлива заявлен немного меньше 4 литров на 100 км, а общий комбинированный пробег может доходить до 1800 км. Максимальная скорость ограничена отметкой 200 км в час, а данные по разгону пока не раскрываются. В будущем линейку расширят полностью электрическими версиями, включая более мощную модификацию от Brabus. Салон выполнен в фирменной стилистике бренда и по архитектуре почти полностью повторяет кроссовер номер 5. Все выглядит знакомо и логично. Передняя панель с чистым дизайном, двухуровневый центральный тоннель, компактный 10-дюймовый экран приборов и пара 13-дюймовых дисплеев, объединенных в единый мультимедийный блок. Система работает на чипе AMD-V2000 и поддерживает голосового ассистента, так что управление становится заметно быстрее и проще. На верхней части панели расположен динамик, а на тоннеле предусмотрены две беспроводные зарядки и удобные подстаканники. В деталях есть интересные отличия. Например, боковые дефлекторы сделали круглыми, тогда как у кроссовера они выполнены в виде полуколец. Руль с усеченной формой получил дополнительный набор кнопок. Из технологичных акцентов 25 и 6-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, который выводит навигацию прямо в поле зрения. За звук отвечает премиальная аудиосистема Sennheiser с 20 динамиками и мощностью более 2000 Вт. Атмосферную подсветку можно настраивать по цветам, создавая нужное настроение в салоне. По философии оформления здесь читается подход Mercedes-Benz. Ставка на материалы и визуальную премиальность. Доступны 3 цветовых варианта оформления – желтый, черный и коричневый. Сиденья обтянуты кожей напа с ромбовидной прострочкой, создавая ощущение дорогого интерьера. Спереди установлены спортивные кресла с выраженной боковой поддержкой, подогревом, вентиляцией и массажем. Сзади спинки регулируются до 122 градусов, позволяя расслабиться в дороге. Багажник остается практичным – 525 литров в обычном состоянии и до 1315 при сложенных сиденьях второго ряда. В базовой комплектации уже есть довольно серьезный набор технологий. Лидар работает в связке со спутниковой навигацией и ориентируется без заранее загруженных карт. Плюс добавлен набор ассистентов, которые берут на себя часть рутинных задач в разных дорожных ситуациях, и функция автоматической парковки, которая заметно упрощает маневры в городе и на тесных местах. Предварительная цена новинки составляет около $28 тысяч. Официальная премьера и старт продаж намечены на июнь, и, как это часто бывает, после запуска стоимость может немного снизиться. Пока компания заявляет, что гибридная версия не появится в Европе, однако выход электрической модификации в будущем вполне может изменить эту стратегию. Раньше в этом сегменте все было довольно просто. Бензин, привычная техника и борьба в основном за мощность и внешний вид. Но рынок уже другой. Гибриды перехватили инициативу, добавив экономичность, динамику и технологии в одном пакете. Smart Hashtag 6 отлично вписывается в эту новую реальность. Здесь чувствуется подход Mercedes в дизайне, точная настройка шасси и собственная гибридная система бренда. И в итоге получаем машину, которая одинаково уверенно чувствует себя и в городе, и на трассе. И самое главное, делает каждую поездку проще, комфортнее и заметно интереснее. Ну что, друзья, будем на этом прощаться.
Если видео было для вас полезным или просто интересным, поддержите канал подпиской. Это как полный бак перед долгой поездкой. Без вас дальше никак. Напишите в комментариях, что думаете, или поделитесь своим опытом. И если знаете кого-то, кто живет автомобилями так же, как и мы, поделитесь этим видео. Пусть в нашем автопарке станет больше единомышленников. Увидимся в следующем видео на нашем канале.